Здравствуйте! Приглашаю вас на этот расклад. Давайте сейчас с вами в рамках этого расклада вызовем вашего мужчину на откровенный разговор и спросим у него: скажи, о чем ты сожалеешь? Может, это касается ваших отношений или его вообще жизни внутри самим собой? Сожалеет ли он о том, что когда-то вас, может быть, обидел или что-то между вами не так, как хотелось бы? А я для вас разложу 3 колоды. Будут участвовать все 3 колоды. Начну я расклад с колоды Таро. Это 78 дверей. И здесь на дне колоды король меча. Он очень жалеет, что наговорил вам чего-то обидного, плохого, чего-то такого, что вас оскорбило. Он очень жалеет о своих словах. Он их хотел бы взять обратно, если бы мог. Итак, я сейчас эти колоды пока отложу, они нам пригодятся в будущем. Здесь будут советы ангелов, а здесь еще разложим Ленорман позже. А сейчас я спрошу у этих карт Таро, если бы он мог сейчас выйти с вами на откровенный разговор, и через этот расклад, конечно, он выйдет. О чем бы он хотел вам рассказать? Хотел бы он сказать, что он о чем-то сожалеет? Хотел бы ли он показать вам свою любовь? Как он это хотел бы сделать? Мы вызываем мужчину на откровенный разговор и спрашиваем у него: как он к вам относится? Есть ли в его сердце любовь? Если в его мыслях вы, если у него в планах на будущее ваши отношения лучшие, видоизмененные, счастливые, благородные, достойные, стабильные, постоянные, верные. Все это мы спросим у карт Таро 78 дверей. Эти карты дадут советы, откроют двери вашей счастливой с ним судьбы и покажут, сожалеет ли он о чем-то. На данный момент, в тот момент, когда вы нажали «Посмотреть», вы можете через этот расклад с ним пообщаться. Карта номер 1, карта номер 2 и карта номер 3. Конечно, мы будем еще докладывать, а здесь основные параметры того, сожалеет ли он о том, что он сказал или сделал, и вообще карты покажут всю правду. То, что с вами прорезонирует, берите себе и пользуйтесь этими советами. Даю я вам их щедро, потому что карты открывают правду, а они точно предсказывают, а я просто переводчик. А то, что не прорезонирует, можно оставить за ненадобностью, просто отбросить. Итак, карта номер 1. Сожалеет ли он? О чем он сожалеет? Это карта Шут. Очень сильная карта. Это карта нового начала. Это карта вот такого своеобразного обнуления, трансфигурации внутреннего пространства человека, когда ему так хотелось бы перечеркнуть все то, что он сказал обидного, зачеркнуть, навсегда забыть, оставить в прошлом то, что он сказал вам обидного или сделал. Он хотел бы начинать сначала отношения. Он хотел бы перевести отношения на тот уровень, где вы были бы свободны в своем сердце, но вместе с тем заняты с друг другом. Вот карта Шут – это когда человек свободен в своем сердце, но вместе с тем занят любимым делом. А в данном случае любимое дело для мужчин – это, конечно, сделать вас счастливой. Эта карта дополнит и объяснит карту Шут. Это перевернутая карта, и эта карта называется, смотрите, Император. Вот так ее лучше виднее. Это карта Император. Она вышла перевернутая, потому что мужчина действительно сожалеет, что он поступил не как император. Он поступил не так, как поступает обычно достойный мужчина. Он поступил, знаете, если некрасиво сказать, как баба. Да, на самом деле баба – это не выражение женщине или мужчине, то есть как человек, который, знаете, требует к себе какой-то внимательности, манипулирует другими. Это не касается ни женского, ни мужского отношения. Это так в народе говорят о мужчине, который не твердый, не сильный, не надежный, а наоборот требует, чтобы его любили, о нем заботились, как бы ему ноги мыли и воду пили. Вот такое ужасное выражение касается его. Он хотел бы, чтобы вот это, что он так себя вел, чтобы вы забыли об этом, чтобы вы ему простили вот такое не мужское поведение, а поведение недостойного настоящего императора. Потому что карта вышла перевернутая, она говорит, что он хотел бы с вами действительно поступать как настоящий император. И ему стыдно за то, что он сделал,
или сказал, за все свое поведение ему очень сейчас стыдно. Эта карта номер 2 покажет, о чем он сожалеет. Карта прямая, это пятерка, это пятерка жезлов, это активная карта. Все негативные, так называемые, или нечетные номера, они, кстати, наиболее удачливые, потому что это номера действия. Да? А позитивные, так называемые четные номера, часто это номера застоя. И в отношениях главное продвижение, главное действие. Потому что застой вот такой happy ever after. Как бы они жили потом счастливо, да, вот как бывает в сказках, Иванушка там Василису Прекрасную избавляет от какого-то страшного змея, а потом они жили долго и счастливо, то есть никак не было, был застой такой, да. Вот именно застой, он и враждебный в отношениях, потому что когда есть застой, когда нет движения вперед, люди часто остывают друг другу. И он сожалеет о том, что он не действовал в нужное время правильно, что он не разбил эту стену, которая возникла между вами. Может быть, между некоторыми, кто меня смотрит, это стена недопонимания, он вас не понял. Или, может быть, это стена, когда охладили отношения в результате того, что они были обыденные каждый день, какие-то бытовые заботы, и ваши отношения, они как бы сошли на нет. Он очень сожалеет, что он не поступил тогда сильно, по-мужски, что он не обновил ваши отношения, что он не сделал тот шаг, который требовался от него, и, может быть, на этой точке ваши отношения остыли, застыли, да? Он жалеет о том, что вот он не поступил как мужчина в данный момент. Перевернутая карта, и это карта четверка жезлов. Я ее, конечно, буду показывать в прямом движении, чтобы вы ее лучше поняли. Но в переносном значении она означает, что он очень сожалеет, что он не смог создать вам домашний уют, что он не смог создать ту нужную атмосферу, когда женщина чувствует себя защищенной с мужчиной. Кстати, уже социологами подмечено, что женщине необходимо это чувство защищенности для того, чтобы у нее правильно вырабатывались женские гормоны. Это ощущение, что вы с мужчиной, что вы как за каменной стеной. Он уже не должен вас защищать от медведя в современном обществе, да, или от злого соседа. Но он должен создать вам эту атмосферу защиты, уюта, атмосферу любви и уверенности в завтрашнем дне. Он очень сожалеет, что он не смог это сделать, потому что карта перевернутая. В таком понимании этого слова, это когда мужчина действительно это смог. Он хотел бы получить второй шанс. Он хотел бы получить второй шанс и доказать вам, что он может. Он способен на истинно мужской поступок. То есть он способен дать женщине вот это плечо, мужское плечо. И он готов теперь все сделать, чтобы пробить эту стену непонимания или стену препятствий, или стену третьих лиц, которые против ваших отношений. Сейчас я просмотрю третью карту. Вот эта карта номер 3, о чем он сожалеет. Карта прямая, и это двойка. Это очень хорошая карта, двойка чаш. Это карта любви. О чем он сожалеет? Что он не смог подарить вам свое сердце до конца. Что мать его сбивала с правильной дорожки, что бывшая внедрялась, хоть уже и знает, что все это в прошлом, но мешала ему жить, постоянно требовала какого-то внимания или к себе, или к детям и так далее. То есть он сожалеет, что вот эти двери в вашей роскошной счастливой жизни, которые были в начале, он не сумел распахнуть полностью, он не сумел распахнуть сердце для любви, потому что он слушал других людей. Если бы ему дала Вселенная новый шанс, он бы не слушал никого, он бы полностью посвятил себя вам, потому что он знает, что вы это та единственная женщина, которая ему суждена судьбой, и только ради вас стоит жить такому мужчине, как ему. Я сейчас дополню эту картой вот этой. Смотрите, это десятка чаш, но это карта полного счастья, конечно. Он очень сожалеет о том, что он не смог сделать вас счастливой, что, может быть, в постели где-то был не орел. Очень часто мужчина именно в тот момент, когда женщине нужен этот орел, он этим орлом не может быть. Бывает такое не очень-то счастливое стечение обстоятельств, когда женщина открыта для любви, может быть, это бывает в начале отношений или в начале семейных отношений, да, когда вот они только начали половую жизнь, и женщина, наконец-то, она вот стала раскрываться как женщина. А мужчина, может быть, не готов еще к этому. Может быть, он не умеет, может, он не умело такой, да, вот руки не с того места растут, как говорят. И он упустил свой момент, а потом всю жизнь на нее обижается, что она стала холодной. Но
Понимаете, часто говорят о фригидности женщин. Это очень недостойно и нечестно обвинять женщину в том, что она холодна к тому мужчине, который в нужный момент, когда она раскрылась, он не проявил того пыла, того жара, который должен быть. Он теперь с высоты своих лет понимает это. Он хотел бы вернуть это все, сделать ее счастливой, но уже ему будет это сделать сложно, потому что именно тот поезд ушел, то время ушло, да, то время хороша ложка к обеду, как говорят, да. Но во всяком случае шанс ему можно дать, потому что это такие шикарные карты. Он может теперь уже раскроется и покажет вам свою любовь. Видите, здесь можно, конечно, взять этот вариант, этот или этот будет для вас хорош. Но я всегда говорю, что видео в любом случае нужно смотреть от начала до конца. Вот, может быть, это карта номер раз, карта номер 2 или карта номер 3 с вами особо проиграется. Но, знаете, иногда так бывает, что та карта, которая кажется, что с нами особенно проигрывается и резонирует, она как бы уходит быстро. А та карта, которая вообще не резонирует, именно вам даст нужный и дельный совет. Сейчас я добавлять буду. Итак, к этому раскладу. Вот смотрите, здесь можно узнать, еще есть какие-то детали объяснения вот левому раскладу. Я здесь вижу тройка чаш. Это карта действительно таких отношений, когда, знаете, вот эти переодевания, да, то есть каждый раз вы, когда с ним, и он с вами, это новые роли вы играете. Каждый раз вы должны быть новые. Вы не должны помнить и как бы тянуть в данный момент те переживания, которые были в прошлом, те переживания, которые, может, вас обидели, те переживания, которые разрушили ваше представление о счастье. Потому что тройка чаш – это обновление ваших отношений. Он надеется на обновление ваших отношений. Это наверняка. Еще на что он надеется? Он надеется, что вы примете его подарок. Это очень хорошая карта. Это рыцарь, Knight. Это рыцарь, Knight of Pentacles, рыцарь Пентаклей. И знаете, рыцарь тоже, кстати, это же не русское, да, все. У нас были богатыри, молодцы, добрые молодцы. А по-западному рыцарь, это же не русское слово, да. Поэтому Knight of Pentacles звучит лучше. А по-нашему, по-простому, по нашему славянскому, то, что дорого нашему сердцу, это добрый молодец, это богатырь, это мужчина с большой буквы, это человек, который вам был дан судьбой. Я здесь вижу, что он вам дан судьбой. Это с ним будут встречи. Возобновятся ваши отношения, если вы поссорились. Он принесет вам подарок. Он принесет вам подарок, может быть, свое сердце. Он принесет вам в подарок, может быть, все, что у него есть. Да, ну, как бы и на сберегательном счету, то есть все его средства. Он принесет, может быть, свое жилье в подарок, он принесет вам в подарок вот ту тоску, которую он долгие годы имел в сердце, потому что не было любви у него. И он очень захочет, чтобы вы это все приняли, чтобы вы ему поверили. Потому что он тоже хочет обновиться, он хочет жить для кого-то. А вообще мужчине, доброму молодцу, положено жить для его дамы сердца. И здесь это очень хорошо. Он сожалеет, что он до сих пор не смог вам показать свою любовь до конца. И теперь он хочет еще один шанс. Здесь будет встреча, здесь будет свидание, здесь будут хорошие новости. Рыцарь – это всегда хорошие новости. Второе – это всегда обновление отношений. У вас всегда есть шанс, и именно этот расклад говорит, что есть шанс. Он хочет доказать, что он может для вас создать такую защитную среду, где вы будете с ним счастливы. Я еще добавлю одну карту, о чем он еще сожалеет. Мы хотим больше деталей, особенно к этому вот правому раскладу, потому что в правом раскладе видно, что он вас очень страстно любит. Очень страстно любит, хочет быть с вами. Он хочет, чтобы вы ему поверили. Потому что действительно правдиво, вот здесь 1000% я с огромной уверенностью могу сказать, что мужчина вас очень любит и хочет вас сделать счастливой. Сожалею, что до сих пор он не знал, как это сделать. Все методы, которые он использовал, они как бы были мимо, к сожалению. Не умеет любить, а сейчас хочет научиться этому. Итак, что еще? О чем он еще сожалеет? Вот эта карта откроет нам. Карта перевернутая, да, вышла. И вы знаете, конечно же, вот как меня Джон учил, перевернутые карты это не всегда плохие.
Это может быть замедленно, может быть медленнее, чем ему хотелось бы и так далее. Чтобы понять перевернутую карту, вначале нужно ее понять в вот таком движении, поэтому я вам покажу ее в прямом движении. И каждая карта без слов, конечно, тоже вам добавит то, что я не сумела выразить словами. На этой карте изображена очень важная ситуация, когда он, мужчина, ищет воду. Что это означает? Он интуитивно ищет то, что вас будет, возбуждать в постели, естественно. Он интуитивно ищет то, что доставит вам удовольствие. Он интуитивно ищет те точки соприкосновения, которые у вас есть. Потому что когда у людей много точек соприкосновения, они счастливы. Именно в их предпочтениях, в их вкусах на жизнь, в их целях жизненных, не только в постели, конечно. Вот это такая гамма, да? Гармоничное такое сочетание двух людей. И он ищет теперь эти точки соприкосновения. По этой карте он очень хочет вам угодить, но он не верит, что вы это знаете. Ему кажется, что вы не знаете, что он хочет вам угодить. Ему кажется, что вы перестали верить в него, что вы потеряли веру в ваше будущее как пары. И через этот расклад, через вызов этого мужчины, мы видим, что он хотел бы вам доказать своим поведением, что он вас любит, что он очень хотел бы сделать вас счастливой, что он сделает все возможное и невозможное для этого. Поэтому вот эта карта, она показывает его поиск вас. Очень подходит девушкам и девочкам из моего канала, тем, кто в любом возрасте буквально, для тех, кто пока не имеет отношений. У вас возможно такое великолепное счастье. Это две самые счастливые карты в колоде. Он ищет вас, ищите и вы его. Понимаете, нам внушили, что есть у кого-то он единственный. А как эзотерик вам скажу, как астролог, что есть в мире тысячи мужчин, которые вам подойдут как перчатки. Не единственный, а тысячи единственных. И активность вашего поиска очень важна, потому что он очень активно вас ищет. И он теряет надежду, опускает руки иногда, потому что он чувствует, что активность с вашей стороны меньше. Он хотел бы больше активности поиска, потому что этот расклад очень хорош для тех людей, которые суждены друг для друга, но пока еще не нашли дорогу друг к другу. Поэтому расклад мы сделаем вот так магически. Мы сделаем его в прямом движении, для того, чтобы вы его нашли, он вас ищет, и вы его ищете. Это ваше счастье, которое вы и он найдете. Вот такой замечательный расклад, девочки и мальчики. Здесь обязательно этот расклад поможет вам понять вашего мужчину, понять, о чем он сожалеет, а значит, чего он хочет, да, как я уже сказала. И вы обязательно найдете друг другу дорогу. Вот увидите. А теперь, девочки и мальчики, я буду для вас раскладывать следующую колоду. Пусть все хорошее остается и приумножается, а все плохое уходит и никогда не возвращается. Пусть все хорошее остается и приумножается, а все плохое уходит и никогда не возвращается. Пусть все хорошее остается и приумножается, а все плохое уходит и никогда не возвращается. Были все замечательные карты, но я оставила эти только 3 для энергооберега, который вам поможет найти счастье в личной жизни. А сейчас мы посмотрим на этой второй колоде, на колоде Ленорман, о чем он сожалеет и что хотел бы поменять в ваших отношениях, если смог бы. Мы продолжаем вызывать вашего мужчину на откровенный разговор. И спросим честно, скажи мне, о чем ты сожалеешь? Что тебе не нравится в наших отношениях? Вообще ты признаешь свои ошибки? Может быть, что-то хотел бы ты по-другому делать или хотел бы, чтобы по-другому я себя вела? На дне колоды. На дне колоды у нас карта «Ребенок». А ребенок означает, что он хотел бы, конечно, все начинать с чистого листа. Он хотел бы, чтобы ваши отношения были как новые, чтобы он и вы не помнили прошлых обид и разочарований. Это скорее всего. Так оно и есть. У многих так проиграется, что он хотел бы, чтобы ваши отношения были как новые. Эта карта была перевернута в этой колоде, очень необычно. И карта Гора говорит, что ему сейчас тяжело на сердце. Вот очень тяжело. Может быть, в семье или в делах у него какие-то проблемы, ему тяжело на сердце. Итак, о чем сожалеет ваш мужчина? Что он хотел бы поменять?
Если что-то между вами такое, чем он недоволен, и что он чувствует в его силах изменить. Потому что быть недовольным и знать, что-то поменять нельзя, но нет смысла, да? Это все равно, что приготовить яд и его самому и выпить этот яд, правда? Но если мы чем-то недовольны, и мы чувствуем, что мы в силах это поменять, это всегда конструктивно. Поэтому я спрошу, вообще, как он будет себя дальше вести, его мысли, чувства, его стремление к вам, видит ли он вас в его будущем? Когда он наедине сам с собой, думает ли он о вас? Что он думает о вас? Какие чувства к вам он испытывает? Давайте посмотрим пока предиагностику на Ленорман. Я часто делаю предиагностику. Это означает, что я буду рассматривать каждую карту в колоде. И те карты, которые будут перед ним, видите, он сразу вышел, он готов к откровенному разговору. И те карты, которые будут перед ними, после него будут правдиво изображать, отображать то, что сейчас с ним происходит. Он мечтает о близости, он очень тоскует без вас, башня и плетки. Он сейчас много работает, может быть, работа. Карта плетки может проходить как много работы, мастер номер по делам. И он мечтает о вас, ему одиноко, но он работает много. Это одна трактовка. Конечно, вариантов здесь огромное количество. Вы смотрите, и тот вариант, который с вами резонирует, он для вас и проиграется. Очень многих девочек проиграется, что мужчина тоскует о вас, он чувствует себя сейчас одиноким. Может быть, вас разлучает какое-то расстояние, то, что вас разъединяют, может быть, эти третьи лица, может быть, эти обстоятельства, может быть, эти проблемы и препятствия. Во всяком случае, он пробует решить препятствия, потому что он смотрит на карту башни, то есть он решает какие-то серьезные задачи, и то, что он вам обещал, и у вас такое чувство, что он этого не выполнил, на самом деле он сейчас решает эти проблемы, может быть, медленнее, чем хотелось бы, но он работает над этим. Так, а я дальше смотрю, буду искать вас. И та карта, которая будет перед вами, и та карта, которая выйдет после вас, они расскажут ваше состояние в момент просмотра. Какое ваше глубинное состояние, то, о котором вы, может быть, сами даже и не догадываетесь. Может быть, вам суждено иметь другого мужчину по жизни. Это тоже часто карты показывают. Может быть, вам стоит вкладываться в этого мужчину, о котором вы сейчас спросили, потому что в вашем сердце есть к нему чувства. Я буду искать ваш портрет. Это портрет госпожи, карта номер 29. И то, что перед вами и после вас, покажет состояние на момент просмотра. Вообще расклад всегда актуален в тот момент, когда вы его нашли. Вот видите, как далеко и долго вас нет. Это говорит о том, что естественно, вы очень закрыты сами для себя даже, не только для мужчины, но тоже сами себя иногда не до конца понимаете и закрыты сами для себя. Вокруг вас очень хорошая карта. Если, может быть, вы ощущаете себя несчастной, это вполне возможно, и мы часто ощущаем себя несчастными, если у нас долго в жизни были неприятности. Но я вам скажу сразу, что карты отображают то, что может быть у вас. И это то, что вы уйдете от своих несчастий. У вас будут перемены, и это будут перемены такие, о которых вы мечтаете. Эти перемены принесут вам счастье, радость. Эти перемены принесут вам любовь. Вы будете очень счастливы с мужчиной. Все ваши мечты сбудутся, звезды и корабль. Корабль – романтическая карта. Это карта, когда вы ищете его, он ищет вас. Кстати, очень актуальная для девочек, кто еще не имеет отношений. У вас будет большое счастье в личной жизни. А если вы имеете отношения и вы отдалились, иногда карта корабль показывает именно отдаление ваше, да, друг от друга. Все мечты будут сбываться, вы найдете дорогу друг к другу, вы помиритесь, вы узнаете еще, что такое счастье в любви. Вы еще найдете друг друга, вы еще поймете, вы научитесь понимать друг друга. Сейчас я убираю эти карты, это была просто предиагностика, и мы сделаем расклад на двоих, для двоих, чтобы посмотреть ваши отношения. Такой традиционный расклад, его мысли, чувства и действия, и вам советы. Это очень такой подробный расклад, и он на Ленорман делается очень часто. Итак, я теперь спрашиваю карты относительно тех, кто смотрит. Именно в тот момент, когда вы смотрите, для вас это будет актуально. А еще только вы одна такая есть. Поэтому мои слова универсальные, девочки. Нет же такого, что у каждого свой язык. Слова универсальные. Но
Несмотря на это, у каждого свой язык, потому что каждое слово, каждый человек понимает субъективно. Поэтому заказанный расклад или общий, в любом случае, то, что нужно будет узнать, вы обязательно узнаете. Каждое мое слово вы поймете по-своему. Итак, вначале я спрошу, карта сама выскочила, заметили, та же самая. Он тоскует о близости, он расстроен, то, что вы поссорились. Некоторые девочки, кто смотрит меня сейчас, и вы поссорились, он очень сожалеет об этом. Он хотел бы, чтобы это было как бы put behind him. Он хотел бы, чтобы это было сзади него, чтобы больше вы на него не обижались. Он очень хотел бы с вами помириться. Ему может быть стыдно за то, что он сказал или сделал. И он очень хотел бы, чтобы вы его простили. Карта плетки – это карта страсти. Ну, а также это карта того, что он сейчас работает, чистится от негатива. Может, на нем есть какой-то сглаз или проклятие. Я сейчас посмотрю, спрошу, есть ли на нем сглаз или проклятие. Развилка – это карта очень магическая. Я не хочу никого пугать, но для некоторых проиграется, что на мужчине есть приворот. Или что-то нехорошее, какая-то черная магия. Потому что плетки вместе с картой развилка – это означает именно эта черная магия. К сожалению, у кого-то так проиграется. Девочки, вообще-то, главное вооружиться знаниями, да? Да, на нем действительно есть какая-то магия, поэтому он так в последнее время странно себя ведет. Какие у него чувства по отношению к вам? Ну, смотрите, это любовь, это карта рыбы. Самое страстное, самое искреннее, самые преданные чувства мужчины к вам. Так что здесь заботиться не о чем. Если что-то тайное, какие-то мысли у вас или чувства, которые сама природа от вас скрывает, вы очень страстно его любите, очень страстно. Вы страстно его любите, и у вас будет с ним любовь. У вас будет с ним отношения очень тесные, они будут улучшаться, потому что карта сердца – это улучшение отношений. Это то, что у вас в будущем, то, что у вас будет обязательно. Расклады очень правдивые. Что вам делать с этим его приворотом? Если на вас какая-то черная магия или негатив? Вот смотрите, на вас негатива вообще нет. И та недоброжелательница, о которой вы знаете, она ничего не может сделать против вас. Может быть, на вас стоит крепкая ангельская защита, или, может быть, вы смотрели мои расклады и почистились недавно. Кстати, все мои ритуалы, все мои аффирмации магические, все это в бесплатном доступе. Я ни у кого ничего не беру, никому ничего не должна. Может быть, вы почистились, может быть, на вас есть сильная ангельская защита, или же хранители вашего рода вас оберегают, но на вас никакого негатива нет. Мужчина имеет негатив на себе. Можете ли вы помочь ему в этом негативе? Карта Луна, да. Вы обладаете магией женской. Вы имеете очень сильные, кстати, магические способности. Вы можете тех, кого любите, оберегать. Вы можете ставить защиту от любого негатива всем тем, кого вы очень любите. Вы можете помогать людям, которых вы очень любите, быть защищенными. У вас есть связь с Всевышним, просто напрямую, да? Вот клевер и луна говорит о сильных способностях духовного развития, защиты. И вы очень многое можете для мужчины сделать. Очень многое. Эта карта ответит на вопрос, что будет между вами. Между вами будет любовь и романтика. Здесь будет много карт выкладываться, как этого достичь и так далее. Да? То есть между вами будет любовь, романтика, между вами будет страсть, между вами будут желания. И вот здесь тот человек, который ему направил этот негатив, он погибнет от своего негатива. Но это так сказано, да, погибнет в смысле, вернется к нему бумеранг, а потом ему самому решать, что ему делать с этим бумерангом, ему или ей, вымаливать прощение высших сил, либо же продолжать гадить. Но во всяком случае человек получит обратку. Об этом можете не беспокоиться. Человек получит обратку тот, который негативит по отношению к вашему мужчине. Дальше смотрим. Это карта сад, это карта благополучия, это карта гармоничного отношения. Между вами есть гармония, между вами есть поддерживающая среда. Это те люди, те друзья, те близкие, которые любят вас, приветствуют ваши отношения, которые хотят вам помочь. Сад – это общество, в котором вы вращаетесь, которое вас поддерживает и любит. Да, действительно. А ваши подруги, его друзья знают, что вы очень красивы. Карта букет.
Они знают, что вы суждены, вы рождены друг для друга. И они будут поддерживать вас в этих отношениях обязательно. Между вами будет любовь. У многих девочек идет новый мужчина. Вот эта карта очень важная. Она говорит, что идет новый мужчина. Он будет действовать по отношению к вам по-новому. Вот видите, все эти... Может, ссора была между вами. Гроб ведь может тоже и другое означать. Да, братка негативщику. Но тоже, если ссора между вами была, если он замолчал, играет в молчанку, и вы не знаете почему. Может, вы чувствуете охлаждение. Но будет новый виток, потому что ребенок – это новый виток в отношениях. Когда люди начинают понимать друг друга еще больше, и та ссора, которая между вами была, она на самом деле сыграла очень хорошую вам службу. Она помогла вам понять друг друга. Потому что когда люди поссорились, то есть вы с любимым человеком, вы, в принципе, говорили друг другу, чего вы хотите друг от друга, да? И, может быть, пока он молчал, до него это все дошло, медленно, но дошло. Это самая главная карта. Есть ли страсть, есть ли любовь, есть ли привязанность? У него есть огромная страсть к вам, огромная любовь, огромная привязанность. У него есть желание быть только с вами. Карта Медведь – это карта его желания обладать вами, защищать вас, жить только для вас. Это очень хорошо. И жить для вас он готов всю жизнь. Видите, карта Лилии. Жить для вас он готов всю жизнь, защищать от врагов, от напастей. Несмотря на то, что вот мужчина, он такой, ему самому нужно бы защищаться от негативного влияния, он готов жизнь за вас отдать. Вот он очень такой жертвенный. Если такого мужчины еще нет в вашем окружении, знайте, что этот расклад вам поможет добиться такой любви. Вот эта карта тяжести. Да, у вас на сердце сейчас тяжело, я ее загадала посмотреть, что эта карта Луна означает. Вы волнуетесь, вы переживаете, может быть, действительно между вами есть влияние третьих лиц, у многих проиграется. Может быть, у вас есть, между вами есть какие-то препятствия, потому что гора – это часто препятствие, рядом с Луной гора – это препятствие. Что делать с этими препятствиями, спросим. Но будет встреча с ним, это всадник, это хорошие новости. С мужчиной будет встреча, он готов убрать все препятствия, он готов снести эту гору, понимаете, всадник мчится на гору. Он не боится трудностей, наоборот, он считает, что трудности сближают людей. И здесь он абсолютно прав. Эмоции он готов вам поправить, то есть успокоить вас, он готов сказать вам, что препятствия ему по плечу, он совсем справится и ничего не нужно больше бояться вам, ничего не нужно опасаться. Все будет хорошо, не волнуйтесь. Мужчина ваш способен уладить все дела, решить все проблемы, которые вас разъединяют, те задачи, которые, может быть, сама судьба или вы ему поставили для того, чтобы жить вместе счастливо. Такой сильный расклад. Очень сильно такой поэтический получается на Ленорманда. Вы друг другу по судьбе, девочки и мальчики. Смотрите. Лилии, книга, медведь. Здесь нет сомнений никаких абсолютно. Вы друг другу по судьбе. Жить долго с ним и счастливо. Вот так вы друг другу по судьбе. Книга – это ваша судьба. Он записан в книге вашей судьбы, а вы записаны в книге его судьбы. И никто не сможет вам помешать. Это вам гарантируется. А еще такие вопросы мы ему задаем. Если бы он мог поменять что-то в ваших отношениях, если бы он мог сейчас что-то изменить, о чем он сожалеет? Я задам вопросы, о чем он сожалеет. Пока вот мы видели диагностику отношений, а теперь 3 главные карты. О чем он действительно сожалеет. Девочки, что мало радости было у вас пока. Он хочет вернуть это все, он хочет наверстать упущенное. Он сожалеет о том, что не сумел радовать ваше сердце, что не сумел сексуально в нужное время проявиться. Не тогда, знаете, хороша ложка к обеду, не тогда, когда ему хочется, когда вот вам хотелось, он не сумел сексуальность нужную проявить, он не сумел подсуетиться. Он очень страдает из-за этого. Он хотел бы, чтобы между вами был успех. Успех в любви. Солнце – это всегда успех. Он сожалеет, что в нужное время повел себя недостойно. Он сожалеет и хотел бы все это исправить, изменить, вести себя достойно отныне и навсегда. О чем он еще сожалеет? Что его родные, потому что дерево – это его родственники, что его родственники внедрялись, мешали на начальной стадии ваших отношений, и он не заступался за вас, как подобает мужчине. То есть он себя вел
недостойно по отношению к вас, он не защищал вас, он не знал, как это сделать, он не знал, как вас защитить, и он упустил этот шанс. Теперь он сожалеет, что он не защищал вас. Он говорил матери, там еще кому-то, что не лезь в мою жизнь, но он не говорил, что вообще отстань полностью, или я с тобой порву. Вот он жалеет, что он не был такой вот, солнце это такой очень категоричный, да, со своими родственниками. Он очень сожалеет об этом, не мешать, чтобы они не мешали ему жить с вами. Еще о чем он сожалеет. Вот эта карта потерь. Да, видите, это карта крысы, карта потерь. Он сожалеет, что что-то ушло между вами. Вот он потерял это мгновение, этот нужный момент, когда ему нужно было проявиться как мужчине, доказать вам свою любовь на деле, быть верным, постоянным, любящим. Он сказал какие-то гадкие слова, вот слова очень резкие, злые, негативные. Он не хотел их сказать. Откуда они у него вырвались, он сам не знает. И эти слова вообще-то у него есть внутри в арсенале. Он не вас даже имел в виду, а просто ляпнул сгоряча вот такие очень обидные слова. И теперь он знает, что ничего сделать не может, даже если будет на коленях просить, потому что очень обидел вас. Он очень сожалеет, что в какой-то момент, и это у многих очень девочек проиграется, что он сказал недостойные мужчин слова. И он хотел бы, конечно, чтобы вы дали ему шанс и поверили в то, что у него больше внутри таких слов нет. Он их искоренил, вырвал с корнем из своей души. И он больше никогда вас не обидит. Вот это он хотел бы сказать. Итак, здесь совет ему дадим, а потом совет вам. Ему совет, ну вот, кольцо к вам готовить, да. Если вы еще с ним не женаты, ему совет готовить вам кольцо обручальное, кольцо помолвки. Ему совет не медлить ни минуты, потому что вы та единственная, которая ему нужна. Вы та единственная, которая ему по судьбе, книга Лилия и Медведь. Вы та единственная, которую пророчествовали ему его ангелы. И поэтому он в вас влюбился, что вы та единственная. Чтобы он не слушал больше никаких других людей, чтобы он действовал незамедлительно, решительно, по-мужски. Это карта счастливой семьи, туз. Треф – это счастливая семья. Это когда в семье есть взаимодействие, взаимодоговоренность. И нет вот таких эмоций спонтанных, а есть спокойствие, уверенность в завтрашнем дне, благосостояние и доверие. Вот это все туз-треф. Что касается семьи, ну, туз-треф имеет другие значения тоже, если другие вопросы. Карта отвечает только на заданный вопрос. Знаете, карта не имеет значения вообще такая нейтральная. Но когда есть вопрос, тогда она приобретает значение, которое я вам здесь вживую рассказываю, живое чтение карт делаю. Так что он готовит подарки, он теперь будет постоянно, ему можно доверять, карта кольцо. Девочки, если такого мужчины нет, вот такой мужчина же шикарный у вас на пороге. Любовь и признание в любви. Кольцо – это его желание вам служить, желание с вами быть. Желание быть вам верным, выполнить обещания. А все, чего я не сумела сказать, договорят без слов карты за меня, потому что карты вам в помощь, вам помощники. Сейчас я спрошу карт дать вам совет. Вот той вопрошающей, которая сейчас смотрит. Вам совет. Разговаривать с мужчиной. Никогда не опускать руки, никогда не ставить точку. Это семерка бубен, а это продолжение. Все нечетные цифры – это активные цифры. Это продолжение, а также 12 – это 1 плюс 3 – это творческое продолжение отношений. Вам нужно обязательно общаться с ним, продолжать отношения, потому что от того, как вы с ним общаетесь, очень многое зависит. Очень много зависит от того, как вы относитесь к этим отношениям, как вы видите его, этого мужчину, к чему вы идете тоже, как вы с ним общаетесь, очень многое зависит. Поэтому продолжайте с ним общаться, продолжайте вкладываться в отношения, продолжайте, как здесь тоже сказать, ценить его, потому что бубен – это монета, это ценности, это помощники. Продолжайте видеть мужчину как вашего помощника по жизни. Продолжайте вкладываться в отношения, цените его, потому что он вам дан судьбой. Вот такой, девочки, замечательнейший расклад. Сейчас начнем собирать эти карты. Пусть все плохое уходит, а все хорошее остается и приумножается. Пусть все плохое уходит и никогда не возвращается, а все хорошее остается и приумножается. Здесь в основном все карты хорошие. Пусть все уходит плохое и никогда не возвращается.
Вы очищаетесь от негатива, и он очищается от негатива. А все хорошее остается и приумножается. Все эти карты очень хорошие. Из всех из них можно было делать для вас оберег. Оберег по моему методу – это энергооберег. Кто копирует мои методы, тот, наверное, должен учиться работать сам. И метод хорош, и он работает только из первых авторских рук. Поэтому мой метод работает, тот, который я создала. Девочки, вот эти все карты вам на радость, на счастье и на прекрасные отношения, на встречу с мужчиной, если вы еще не знакомы, на любовь, на возобновление отношений, на то, чтобы договориться, на то, чтобы больше не ссориться, на то, чтобы жить в мире, в счастье и в любви. А сейчас я карты эти собираю, и мы будем раскладывать с вами еще одну колоду. А это колода третья, и это колода ангелов, ангелов любви. Мы посмотрим для вас на ангелах любви. Это прежде всего ваши высшие силы, ваши хранители рода. Это ваши ангелы, которых я приглашаю всегда в ваше пространство, когда делаю расклады. Именно ваши ангелы входят в вашу комнату, откуда вы сейчас смотрите мои расклады. Поэтому мои расклады, они как заказаны. Потому что тогда с вами беседуют ангелы, а я просто помощник им. Спокойный такой чистый, простой человек, который просто любит и профессионально читает карты. В этом и моя такая особенность, да, я люблю свою работу и делаю ее профессионально. Вы любите свою работу, делаете ее профессионально. Поэтому ключ в том, что он вам обязательно даст подарок, свое сердце даст, будет любить. Вот видите, ключевое кольцо скоро получите от него. Итак, эти карты я убираю и приношу в расклад другие карты новые. Сейчас на этих картах это карты романтических ангелов. Мы посмотрим, если он хотел бы и мог бы что-то изменить, что бы он сделал? Мы вызовем его перед его ангелами. Вот как на суд вызовем его, да? Перед его хранителями рода. Мы вызовем вашего мужчину в духе. Виртуально это значит в духе. Святой Дух это, кстати, есть виртуальность. Мы вызовем вашего мужчину в духе и спросим, если он мог бы что-то изменить, что бы он сделал? Что бы он сделал? О чем он сожалеет вообще? И на ангельских картах я сделала вот что. Здесь будет 4 расклада. Мужчина ваш, вы знаете по солнечному знаку, к какому знаку он относится. Если вы не знаете, к какому знаку относится, вы интуитивно поймете, какой из 4 расклад ваш, да, если вы новый знакомый, например. А я буду делать вот что. Будет расклад для огненных знаков. Это львы, овны и стрельцы. Вот здесь первый. Первая карта для огненных знаков. Я буду добавлять еще другие карты, конечно. Следующая карта будет для знаков Земли. Это Тельцы, Девы и Козероги. Вот эта карта будет. Вот для знаков Земли. Следующая карта для знаков Воздух. Это Водолеи, Близнецы или Весы. Водолеи, Близнецы или Весы. Для вас вот эта карта. И для него, если он относится к этим знакам. И еще карта для... Ой, сама вылетела. Еще и открылась тут же. Как птица вылетела, видели, да? Это для знаков вода. Раки, рыбы и скорпионы. Девочки, вот такой здесь расклад. Смотрите, очень все просто. Если вы знаете знак зодиака по Солнцу, вашего мужчину, смотрите его главные характеристики по его солнечному знаку. Остальные 3 расклада – это дополнительные его характеристики. Это первый раз смотрите так расклад. Когда вы будете смотреть расклад второй раз, вы смотрите, кто вы по солнечному знаку, да? Это будет ваши главные характеристики, а его будет уже, вернее, извините, это будет главное. А 3 других расклада – это дополнительная информация. И таким образом вы узнаете свою совместимость, да? Итак, карты готовы, если нужно будет, будем добирать, а я пока открываю. Открываю это для знаков огонь, и здесь флиртовать вам нужно, потому что у вас будут новые отношения. Мужчина флиртует сейчас с вами. Даже если вы живете вместе, кстати, между вами давно не было близости, он пробует с вами флиртовать, потому что он соскучился. Это для знаков Земля. Нужно быть оптимистичным, это алтарь любви, потому что мужчина готов
давать приношение на алтарь любви. Он готов вас любить. Вам нужно сделать какое-то жертвоприношение. У меня есть, кстати, это не значит, что мне нужно что-то, какой-то выслать донат. Нет, вы не поняли правильно. У меня есть чистки, на канале чистки «Алтарь любви». Кстати, не один, а много алтарей любви. И вот здесь алтарь любви, видите? Он хотел бы встретить вас, но вот это, в этом положении, в этом состоянии алтарь любви. То есть это когда вы и он готовы открыться для любви. И здесь для знаков воздух новая любовь. Новая любовь. Мужчина хотел бы обновить ваши отношения. Если вы еще с ним даже не знакомы, это новая любовь, а если знакомы или живете вместе, он хотел бы обновить ваши отношения. По его понятию, ваши отношения как бы зашли в тупик. Он хотел бы обновить все. А это настоящая любовь. Это для водных знаков. И здесь вот этот мужчина, о котором вы спросили, это тот, который вас любит преданно, настоящей любовью. Итак, смотрим. Один раз для него, один раз для себя. Кто вы по Солнцу, кто он по Солнцу. Все 4 стихии есть у вас в гороскопе, поэтому все эти карты важные советы. Итак, первая карта здесь для огненных знаков открыла, что он флиртует с вами. Он флиртует, он заигрывает, он хочет с вами близости. Потому что, смотрите, его жизнь не радовала. Эта карта называется deception. Очень странно, что люди, когда я говорю хоть одно иностранное слово, сразу коробит людей, девочки, мальчики, дорогие мои. Если нас коробит все иностранное, это нехорошо. Мы должны любить всех людей, понимаете? Мы ведь не любим, когда мы приезжаем в другую страну, когда людей от нас коробит, да? Таким же образом мы должны научиться принимать все иностранное, и нас тоже будут другие люди принимать. Anyways, deception — это значит... предательство, это значит, что его кто-то предал в жизни, его в жизни кто-то подставил. Как эта женщина выдавала себя не за ту, которая являлась. Да, она жирно трехслойно мазала маслом, когда они встретились, а потом оказалось, что это все была маска, под которой скрывалась вот очень такая алчная особа, и он флиртует с вами, но он боится начинать отношения глубокие, потому что его уже подставили один раз, он не хочет опять попасться, и он, может, не доверяет никому теперь из женщин. Reconciliation – это карта воссоединения отношений. Вот если он или вы относитесь к огненным знакам, он хотел бы восстановления с вами отношений. Вы поняли, о ком я говорю, да? Кто должен был меня услышать, тот услышал. Он очень хотел бы восстановления с вами отношений. Он страдает без вас, ему очень больно. Опять карта сама перевернулась, как в книге, вот таким образом. Они все по-разному всегда. Одна вылетает, другая выпрыгивает. Это вот так, как книга перевернулась. Эта карта называется separation. Вот вы в разлуке, да, separation, в разлуке, разделены. И, может быть, вас разделили или обстоятельства, или третьи лица. Он очень об этом сожалеет. И если бы он мог, он бы сейчас сделал вот это мгновение настоящим, живым, и хотел бы с вами воссоединиться. Ему очень плохо без вас. Он очень тоскует и скучает о вас, за вами или о вас, смотря в какой культуре вы, разный сленг можно использовать, но этот мужчина, о котором вы спрашиваете, он страдает, он очень хочет с вами иметь или более глубокие отношения, если вы уже начали встречаться, но если вы давно жили вместе, поссорились, он хочет с вами воссоединения отношений, он сожалеет, что, может быть, сказал или сделал что-то не то, и желает и надеется, что вы его простите, потому что именно ваша разлука, она на нем очень тяжело отразилась, ему плохо без вас. Итак, мы продолжаем смотреть более подробно для знаков Земли, или если вы относитесь к знакам Земля, или он относится к таким знакам. Вот написано, нужно быть оптимистичным и принести вот на алтарь любви ваши ожидания относительно отношений, вашу петицию к Всевышнему, так называемую молитву, и Всевышний будет рассматривать вашу молитву. Исполнится ли желаемое? Love yourself first. Вначале полюби себя. Карты безумно красивые, вы, может, у меня их видели уже. Полюби себя вначале, говорит карта. Полюби себя вначале.
не отказывая себе в любви к себе. Но это самое главное. Те, кто себя любит, их обычно любят другие, это безусловно. Ну, вам напоминание, и ему напоминание. Может, он такой алкоголик, который совсем себя не замечает, не следит за своим здоровьем, да? Или вы такой человек, вам нужно полюбить себя. Дети, карта дети, children, дети. О чем всегда говорит карта дети? Будьте как дети. Не нужно там домысливать или что-то читать между строк, чего он даже не имел в виду. Будьте как дети, доверчивые. Знаете, как апостол Павел, вот красивый очень пассаж в любви, это на самом деле заговор на любовь. Да? И я в конце вам дам этот заговор опять на любовь, он всего идет полминуты, но это очень сильный церковный заговор на любовь. Будьте как дети. Полюбите его всем сердцем. А он очень хочет обновления любви, потому что дети – это обновление любви, и он хочет тоже, чтобы вы научились в этих отношениях любить себя, потому что он чувствует, что вы очень много или в него вкладываетесь, или в семью вкладываетесь, может, в детей сильно вкладываетесь, и забываете совсем о себе. И карта совета ему и вам. Эта карта называется Forgiveness and Learning. Все, что случилось между вами, может быть, он вас обидел, или же вы по незнанию что-то сказали, что задело его за живое. Забудьте, то есть простите ему и простите себе, и двигайтесь дальше. Вот это хранитель рода, то, о чем я говорю очень часто. У него есть его хранитель рода, у вас есть ваши хранители рода. И даже в роду у него или у вас была какая-то трагедия, связанная, может быть, с отцовской любовью, где он не научился любить, потому что его отец не любил, или у вас была такая похожая ситуация, либо отец, либо мать. То есть нужно простить вашим родовым корням и его тоже, знать, что вы же пришли к нему не просто из воздуха, понимаете? За ним и за вами идет вот такой шлейф. Это шлейф ваших корней. И он, и вы пришли с этой историей родовой. И вы должны знать, когда вы ссоритесь или миритесь, когда вы милуетесь или когда вы раздражаете друг друга, вы никогда это не делаете от первого лица. Всегда с вами рядом вот те родовые якоря, которые или мешают, или помогают вам обоим. Поэтому и к нему, и к вам, если вы нашли себя, что вы по Солнцу или он по Солнцу относитесь к земным знакам, а это тельцы, козероги или девы, то вам следует вспомнить о том, что нужно жить здесь и сейчас, забыть все слова обидные или поступки, которые были сделаны раньше, потому что нужно полюбить себя вначале, а потом надеяться, что ваши отношения будут обновляться, и на алтарь любви и он, и вы принесете пыл и жар чувств, страсть и желание работать над отношениями. Теперь я перехожу к следующему раскладу, написано «Новая любовь». И это для знаков воздух, весы, близнецы и водолеи. Может быть, когда вы, если вы уже давно в отношениях, это он по-новому на вас посмотрит. А если у вас нет отношений, вот эта карта говорит, что будет новая любовь. Это очень хорошая карта в любом случае. И еще две карты, я возьму первую. Здесь написано романтические чувства, то есть это чувство влюбленности. Понимаете? Вот это чувство влюбленности сейчас высшие силы будут поселять ваши сердца. И вы и он получите вот эти чувства влюбленности. Эти чувства, их нельзя придумать, их нельзя себе навязать, и ему нельзя навязать. Они естественные, они натуральные, потому что они связаны с тем, что вам нравится его запах, его прикосновение к коже, вам нравится даже температура его тела, да? У всех ведь разное это все. Вам нравится его характер, его глаза, все нравится в нем, но в нем тоже есть минусы, как и у каждого человека. И поскольку очень многое в нем вы любите, вы готовы ему простить какие-то слабости, а он готов вам простить какие-то слабости. Вот эта карта wedding, это карта женитьбы. То есть, если вы еще не женаты, вот эта карта четко говорит, 1000%, я с огромной уверенностью, 100% вам говорю, что вы будете вместе, вы еще будете очень счастливы в браке. Если вы в браке находитесь и несчастны, вы еще будете очень счастливы в браке, вам гарантирует этот расклад. У вас такое написано на роду. А это совет для вас, если он и вы относитесь к воздушным знакам. Совет такой: release your ex.
Но release your ex, если так перевести, ну, как бы дословно, да, это отпусти прошлые отношения, да. А на самом деле эта карта означает вообще отпусти все прошлое, что тебя расстраивало, что тебе не дает жить, что тебя точит, что тебя гложет. И ему, и вам такой совет, если у вас солнечный знак воздух. Нужно отпустить то, что не работает больше. И даже в этих отношениях, о которых вы сейчас спрашиваете, отпустить нужно прошлый день. Тот день, где, может быть, сказано было лишнее от усталости или от невнимательности. Неосознанно даже бывает, человек говорит другому что-то неприятное, гадкое даже. Нужно отпустить это все. Это ангел прощения. Вот так ангел, здесь крылья, да? Вы видите? Это ангел прощения. Нужно отпустить это все и дать ему еще один шанс. И все будет у вас прекрасно хорошо. Он сожалеет о том, что сказал что-то плохое. Он очень сожалеет или сделал что-то плохое. Он сожалеет, что обидел вас, что ранил ваше сердце. Вот эта карта того, что он сожалеет. Он очень хотел бы, чтобы вы отпустили это прошлое и дали ему второй шанс. У вас еще все будет хорошо, вы будете счастливы в браке. Сейчас я посмотрю для водных знаков, если он или вы относитесь вот по Солнцу к знакам Рыбы, Рак или же Скорпион. Но еще раз повторяю, другие советы тоже очень важны. Итак, здесь карта написана True Love, настоящая любовь. Это человек, о котором вы спросили, это ваша настоящая любовь. Вот кто он. You deserve love. Вы заслуживаете любви. И сейчас в это время Купидон выбросил эту стрелу, да, выпустил эту стрелу, которая пронзит его сердце, и он в вас влюбится окончательно. Он отдаст вам свое сердце, и он примет это решение быть вашим, а вы примете решение быть его. То есть вы заслуживаете любовь. Любовь, она идет изнутри. И все те люди, которые умеют заботиться о себе, умеют любить себя, их обычно любят другие. Так вот, эта карта говорит, что если вы чувствуете, что вас кто-то предал, вы заслуживаете настоящей любви. Этот человек предал не потому, что он предал именно вас. Да? Вот понимать нужно разницу. Мы обычно понимаем это очень субъективно. Человек предал нас. Он предал бы любого другого, потому что он по-другому не умеет поступать. Он предатель по своей натуре. Поэтому не следует на него обижаться. Он не имел в виду вас или любую другую женщину. Он просто неверный. А сейчас в вашей жизни будет верная любовь. И вы заслуживаете верной, настоящей любви. Вот эту карту возьмем. Написано soulmate. Вообще soulmate это когда друг души, да? Когда mate это самый преданный друг. У вас еще в жизни будет преданный друг. Вот даже вот так эти карты вышли. То есть уже стрела любви, она находит любящее сердце. И сейчас мужчина тоскует о вас, если вы с ним в разлуке. Он думает о вас, он хочет встречи, он тоскует, он страдает от того, что какие-то обстоятельства вас разлучили. Вы сами знаете, какие обстоятельства вас разлучили. Но, несмотря ни на какие обстоятельства, вы будете вместе, потому что вы суждены друг для друга. Вы имеете вот это притяжение, которое называется soulmate. Soul – это душа, mate – это лучший друг. И сейчас совет дам для водных знаков. Вот эта карта. Past life relationship. Понимаете, почему получилось вот это, что вышло у вас в прошлом? Потому что каким-то образом здесь идет кармическая какая-то задолженность из прошлых жизней. Past life – это прошлые жизни. И может быть в прошлых жизнях было так, что и он, и вы доставили друг другу страдания. Где-то вы пересекались уже в прошлых жизнях. Но эта карма уже отработанная. Нужно понимать карму. Карма – это не то, что может вам полностью испортить жизнь. Понимаете? Карма – это то, что мы видим, что посеял, то пожнешь. Где-то в вашем роду, где-то была какая-то трагедия любовная. Вы прожили теперь трагедию, как бы отголосок такое эхо получилось. Да? Но это уже ушло все. Это уже ушло. И вы уже отработали вот эту карму, можно сказать. И больше нельзя вам переживать, волноваться. Он волнуется, он переживает, потому что он знает, что где-то в прошлых жизнях он тоже встречал вас. И тогда, в прошлых жизнях, вы не научились любить друг друга. Вы не научились отдавать друг другу сердца, вы не научились иметь доверительные отношения. В
всех прошлых жизнях вы не научили миловать, жаловать друг друга, быть ласковыми друг с другом. Теперь же вам дается второй шанс. Он знает об этом. Он сожалеет, что до сих пор он этого не понял. Только сейчас произошло это прозрение. И только сейчас он понял, что ему шанс дала сама судьба через вас быть с вами счастливым и сделать вас счастливой. Поэтому True Love, вот этот расклад, говорит, что между вами будет настоящая любовь, доверие. Любовь, основанная на взаимном доверии. А также, знаете почему? Вот он уверен, что это вы. Потому что у вас одинаковые цели в жизни. Вы очень похожи друг на друга. Вообще soulmate, друг души, это те люди, которые очень похожи друг на друга, как брат и сестра. А также похожие цели в жизни. Он знает, что вам суждено быть вместе. Он уверен, что вас опять сведет судьба. И когда вас опять сведет судьба, вы больше никогда не будете разлучаться. Вы всегда будете вместе. Всегда будете любить друг друга. Вот такой замечательнейший расклад. Эти карты такие поэтичные. Не зря они называются романтические ангелы, то есть ангелы любви. Кстати, когда отношения возникают между двумя, всегда Господь, Творец, Создатель дает нового ангела, ангела любви именно этих двух людей. Всегда при новых отношениях, когда есть любовь между сердцами, возникает новый ангел, ангел любви. И поэтому вот эти карты, они очень правдивые, рассказывают о вашей любви. А я сейчас в конце, с вашего позволения, скажу заговор. Это церковный заговор из апостола Павла о любви. И этот заговор поможет вам к примирению и поможет сделать так, чтобы вы были очень счастливы в любви. Не пропустите, это всего лишь маленький заговор, это примерно меньше, чем минута длится. А я вас всех люблю, обожаю и буду видеться с вами тогда, когда ваш пальчик выберет мое видео, чтобы побеседовать с лучшим другом в моем лице, используя для себя провести время. Любовь долго терпит, любовь милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, любовь не гордится, любовь не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла. Любовь не радуется неправде, а сострадает истине. Любовь все покрывает, всему верит, всегда надеется. Любовь все переносит. Любовь никогда не перестанет.